Что если изобретения, о которых мы слышим в новостях, это уже не будущее, а прямо сейчас? Человек управляет курсором компьютера силой мысли. Слепая женщина видит лицо дочери через камеру, подключенную напрямую к мозгу. Парализованный мужчина снова чувствует прикосновение через электроды толщиной с волос. И большинство людей даже не подозревают, насколько далеко зашла наука. В этом топе изобретения настолько опередившие свое время, что рядом с ними любой смартфон выглядит как счет. Это не кадры из фантастического фильма. Это реальные эксперименты, которые уже прошли в лабораториях по всему миру. Начнем с самого невероятного. В апреле 2024-го Boston Dynamics официально убила своего гидравлического Atlas. На следующий день показала нового, полностью электрического. Это не обновление старой модели. Это другая машина. Электрический Atlas сильнее предшественника, имеет более широкий диапазон движений, чем любой предыдущий робот компании, и обучается с помощью искусственного интеллекта прямо в процессе работы. Первые испытания запущены на заводах Hyundai. Робот ростом почти в 1,5 метра способен поднимать тяжелые детали, ориентироваться в пространстве без карты и восстанавливать равновесие после толчка так, как не умеет ни один человек. Суставы гнутся в стороны, недоступные человеческой анатомии. Когда инженеры толкают его во время демонстрации, он не падает. Он делает шаг назад и снова фиксирует позицию за доли секунды. Пока Atlas осваивает заводские цеха, Илон Маск двигается по другому пути. Его робот Optimus второго поколения уже работает на заводах Tesla в реальных условиях. Не в лаборатории, а на производственной линии. Optimus получил новые руки с тактильной чувствительностью. Пальцы буквально чувствуют давление и корректируют захват в зависимости от веса и формы детали. Робот сортирует аккумуляторные ячейки, переносит компоненты, выполняет монотонные задачи, от которых устают люди. Маск публично заявил, к концу 2025 года Optimus поступит в продажу для внешних покупателей. Не как игрушка, как рабочая единица для бизнеса. Но самое странное происходит не на заводах. Китайский стартап Ahead Form Technology представил роботизированную голову под названием ELF V1. Это просто голова. Без тела, без рук. Только лицо. И именно оно вызвало настоящий шок. ELF V1 не просто двигает губами. Под бионической кожей десятки микроприводов, копирующих лицевые мышцы человека. Робот улавливает взгляд собеседника, моргает в нужный момент, слегка приподнимает бровь в ответ на вопрос. Меняет выражение лица в зависимости от тона разговора. Нейросеть анализирует речь и мимику человека напротив в реальном времени и подбирает соответствующую реакцию. На выставке в Шанхае посетители подходили к стенду и через несколько минут разговора переставали воспринимать собеседника как машину. Параллельно роботы вышли за пределы лабораторий и заводов в государственную инфраструктуру. Компания Ubitech Robotics заключила контракт на $37 миллионов с правительством Китая. Гуманоидные роботы Walker S2 начали работать на пограничных переходах на юге страны. Они сопровождают пассажиров, выполняют логистические задачи, патрулируют территорию и, самое важное, самостоятельно меняют разряженные аккумуляторы. Это означает круглосуточную работу без участия человека. Ни обед, ни усталость, ни смена смены им не нужны. Хирургический робот Da Vinci существует уже не первый год, но именно сейчас он переступил черту, за которой начинается настоящая фантастика. Система Da Vinci C вводит инструменты в тело пациента через разрезы меньше сантиметра. Хирург сидит за консолью в нескольких метрах от операционного стола и управляет инструментами пальцами. Система в реальном времени переводит каждое движение в микродвижение робота с точностью, недостижимой для человеческой руки. Тремор, усталость, неточность — все это система фильтрует и отсекает. Именно поэтому операции с Da Vinci дают меньше осложнений и сокращают время восстановления пациента в несколько раз по сравнению с классической хирургией. Руки хирурга дрожат, руки робота остаются абсолютно неподвижными. В феврале 2024-го нидерландские ученые из Делфтского технического университета передали квантовый сигнал между тремя узлами сети на расстояние в несколько километров без единой ошибки. Это не просто рекорд скорости или дальности. Это первая в истории демонстрация того, что квантовый интернет физически возможен. Не в теории, не на бумаге, а в реальной городской инфраструктуре. Обычный интернет передает данные битами, нулями и единицами. Квантовый работает с кубитами, которые одновременно являются и нулем, и единицей до момента измерения. Это делает перехват информации физически невозможным. Любая попытка прочитать сигнал разрушает его. Не шифрует, именно уничтожает. Хакер не получит данные, он получит только факт своего обнаружения. В 2021-м спутник Модзы передал квантово запутанные фотоны между двумя наземными станциями на расстоянии в 1200 километров. Китай пошел дальше всех. Это абсолютный мировой рекорд для квантовой связи. Запутанность означает следующее. Два фотона связаны так, что изменение состояния одного мгновенно отражается на другом, независимо от расстояния между ними. Эйнштейн называл это жутким действием на расстоянии и отказывался верить в реальность этого явления. Китайские физики не просто подтвердили его существование, они использовали его для передачи криптографических ключей между Пекином и Веной. Два города на разных континентах провели защищенный видеозвонок, ключ к которому невозможно перехватить в
принципе. Американское агентство перспективных исследований в области обороны, известное под аббревиатурой DARPA, финансирует проект квантовой сети между несколькими крупными городами восточного побережья. Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк должны быть соединены квантовыми каналами к концу 20-х годов. Параллельно компания Quantinuum совместное предприятие Honeywell и Cambridge Quantum создала первый коммерческий квантовый генератор случайных чисел. Это звучит скучно, пока не понимаешь, что именно случайные числа лежат в основе любого современного шифрования. Все пароли, все банковские транзакции, весь зашифрованный трафик в интернете защищен числами, которые компьютеры генерируют псевдослучайным образом. Это значит предсказуемым. Квантовый генератор создает числа, которые непредсказуемы в принципе, потому что основаны на реальной физической случайности на уровне частиц. В Японии запущен национальный проект квантовой магистрали. К 1931 году правительство планирует соединить Токио, Осаку и Нагою защищенной квантовой сетью для передачи государственных данных. Под улицами Токио уже проложены первые оптоволоконные линии с охлаждением до температур, близких к абсолютному нулю. Только при таких условиях кубиты сохраняют стабильность достаточно долго для передачи сигнала. Инфраструктура обходится в десятки раз дороже обычного оптоволокна, но японское правительство считает это оправданным. Квантовая сеть для государственных нужд означает переписку, которую невозможно прочитать ни одной иностранной разведки. Главная проблема квантового интернета сегодня — расстояние. Кубиты теряют свое состояние при передаче на большие дистанции. Это явление называется декогерент. Обычный интернет решает аналогичную проблему с помощью усилителей сигнала. Квантовый сигнал усилить нельзя. Любое измерение разрушает. Поэтому ученые разрабатывают квантовые репитеры. Устройства, которые передают запутанность дальше, не читая сам сигнал. В 2023-м команда из Гарварда создала прототип такого репитера на основе алмазных кристаллов с атомами кремния внутри. Устройство размером с монету способно удерживать квантовое состояние и передавать его следующему узлу сети. Это та самая деталь, которой не хватало для создания глобальной квантовой инфраструктуры. В январе 2024-го китайская компания KATL, крупнейший производитель аккумуляторов в мире, объявила о батарее, которая заряжается до 80% за 10 минут. Не за час. Не за 30 минут, за день. Называется она Шэньсин, что в переводе означает Шэньсин. Стремительный шаг. Технология основана на литий-железо-фосфатной химии с переработанной структурой электродов. Ионы лития движутся внутри батареи в 4 раза быстрее, чем в стандартных аккумуляторах. При этом батарея сохраняет 80% емкости после 4000 циклов заряда. Для сравнения, большинство современных аккумуляторов деградируют до того же уровня уже после 500-800 циклов. Но скорость зарядки — это не предел того, что сейчас происходит в аккумуляторной отрасли. Американский стартап QuantumScape, в который Volkswagen вложил более $300 миллионов, разрабатывает твердотельную батарею. Принципиальное отличие от литий-ионных аккумуляторов в следующем. Жидкий электролит заменяется твердым керамическим материалом. Это убирает главную причину возгораний. Жидкий электролит воспламеняется при повреждении или перегреве. Твердый? Нет. Кроме того, твердотельные батареи вмещают значительно больше энергии при том же объеме. Прототипы QuantumScape прошли 1000 циклов зарядки с потерей менее 5% емкости. Серийное производство компания планирует запустить к 2026 году. Японский консорциум Toyota, Panasonic и Nissan движется по тому же пути, но с другими сроками. Toyota официально заявила, что к 2027 году выпустит электромобиль с твердотельной батареей, способный проехать на одном заряде более 1000 километров. Для сравнения, лучшие современные электромобили на одном заряде проезжают около 600 километров в идеальных условиях. 1000 километров на одном заряде означает Москва, Санкт-Петербург туда и обратно без единой остановки у зарядной станции. Параллельно решается другая проблема. Не скорость и не емкость, а сам материал. Литий добывают в нескольких странах мира, и его запасы конечны. Стартап Natron Energy сделал ставку на натрий, элемент которого на Земле в 1000 раз больше, чем лития, и который содержится в обычной поваренной соли. Натриевые батареи уже производит китайская компания BID, один из крупнейших автопроизводителей мира. Пока натриевые аккумуляторы уступают литиевым по плотности энергии, но они значительно дешевле, работают при экстремальных морозах без деградации и не требуют кобальта, токсичного металла, добыча которого связана с тяжелейшими условиями труда в Африке. Самый радикальный проект в этой области реализует американская компания Betavolt. В 2024-м они представили батарею на ядерном изотопе никель-63 размером с монету. Срок работы 30 лет без подзарядки, не перезаряжаемый. Итак, когда роботы начинают заменять нас на заводах, возникает вопрос, а что если бы мы могли их контролировать с помощью нейросетей? Звучит как изобретение из 2050 года, но на playprofi.com уже собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. Не забудьте, что при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус в 500 токенов. Просто работает 30 лет подряд. Принцип действия основан на поглощении электродов
нейтронов, которые испускает распадающийся изотоп. Радиация при этом полностью поглощается корпусом батареи. Устройство безопасно для человека. Первое поколение дает 100 микроватт мощности. Этого достаточно для кардиостимулятора, датчика или крошечного медицинского импланта. Бета-Вольт уже заявила о разработке версии мощностью 1 Вт к 2026 году. Батарея, которую не нужно заряжать 30 лет, это не концепт и не рендер. Это устройство, которое уже существует. В ноябре 2023 британское агентство по лекарственным средствам одобрило первый в истории препарат на основе технологии редактирования генома. Называется он Казгеви. Создан для лечения серповидно-клеточной анемии, наследственной болезни, при которой эритроциты деформируются и закупоривают сосуды, вызывая мучительные кризы боли. Раньше единственным радикальным лечением была трансплантация костного мозга, процедура с высоким риском отторжения и смерти. Казгеви работает иначе. У пациента берут его собственные стволовые клетки, редактируют дефектный ген с помощью инструмента CRISPR и возвращают обратно. В клинических испытаниях 28 из 29 пациентов полностью избавились от болевых кризов. Один препарат. Одна процедура. Болезнь, преследовавшая человека с рождения, исчезает. CRISPR — это молекулярные ножницы, способные найти конкретный участок ДНК и вырезать или заменить его с точностью до одной буквы генетического кода. Технологию разработали Дженнифер Дудной и Эммануэль Шарпантье. В 2020-м они получили за это Нобелевскую премию по химии. Но то, что началось как лабораторный инструмент, сегодня превращается в медицинскую индустрию. Компания Editas Medicine провела первые в мире испытания CRISPR прямо внутри человеческого тела, не на клетках вне организма, а на клетках сетчатки прямо в глазу живого пациента. Цель — врожденная слепота, вызванная мутацией одного гена. Первые результаты показали улучшение зрения у части участников испытаний. Параллельно компания Intellia Therapeutics работает над лечением транстеретинового амилоидоза, редкого заболевания, при котором белок накапливается в органах и постепенно разрушает сердце и нервную систему. Раньше болезнь считалась неизлечимой. Intellia ввела CRISPR-препарат внутривенно. Дальше он самостоятельно добрался до клеток печени и отключил ген, производящий дефектный белок. Через 28 дней уровень токсичного белка в крови пациентов снизился на 87%. Один укол изменил работу генома. Но самый резонансный случай в генной медицине произошел раньше. В 2018-м китайский ученый Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически отредактированных детей, девочек-близнецов Лулу и Нана. Он отключил ген, через который вирус иммунодефицита человека проникает в клетки, чтобы сделать детей устойчивыми к заражению. Научное сообщество отреагировало немедленно. Более 120 китайских ученых подписали открытое письмо с осуждением эксперимента. Хэ Цзянькуй был арестован, осужден на 3 года лишения свободы и выплату штрафа. Но дети уже родились. И вопрос о том, кто и при каких условиях имеет право редактировать геном будущего человека, с тех пор не закрыт. Сегодня исследования движутся в направлении, которое еще несколько лет назад казалось чистой фантастикой. Редактирование генома для замедления старения. Американская компания Altos Labs, получившая от инвесторов, включая структуры Джеффа Безоса, более $3 миллиардов, изучает процесс репрограммирования клеток. Суть в следующем. Клетки стареют, накапливая ошибки в эпигеноме, системе меток, управляющей тем, какие гены активны. Ученые Altos Labs научились частично сбрасывать эти метки, возвращая клеткам молодые характеристики. В экспериментах на мышах поврежденные клетки сетчатки восстанавливали функцию после такой обработки. Мыши с искусственно ускоренным старением жили значительно дольше контрольной группы. До клинических испытаний на людях еще далеко, но направление задано, деньги вложены и ученые работают. В октябре 2023-го в лаборатории Сандийской национальной лаборатории США произошло то, что противоречит базовому школьному курсу физики. Металлическая пластина с трещиной срослась сама по себе, без нагрева, без свар, без какого-либо внешнего вмешательства. Ученые наблюдали это в режиме реального времени через электронный микроскоп. Трещина в платиновом сплаве, которую они создали намеренно, начала закрываться через несколько минут после образования. Края разлома сдвигались навстречу друг другу со скоростью, видимой в режиме реального времени. Через 40 минут шов был практически неразличим. Механизм получил название холодная сварка. Явление, известное физикам давно, но никогда не наблюдавшееся в металлах при комнатной температуре и под обычной нагрузкой. Атомы на краях трещины, лишенные соседей, начинают притягиваться к атомам противоположного края и образовывать новые связи. Раньше считалось, что для этого нужны экстремальные условия – вакуум, давление или высокая температура. Эксперимент в Сандии показал, при правильном составе сплава и правильном типе нагрузки металл делает это сам. Открытие немедленно привлекло внимание военного ведомства США. Именно Агентство перспективных исследований в области обороны финансировало исследование. Причина очевидна – детали машин, самолетов, кораблей и ракет разрушаются именно из-за усталостных трещин. Микроскопических повреждений, накапливающихся от вибраций и нагрузок. Но восстанавливающийся металл означает детали, которые не нужно заменять.
Двигатели, которые не изнашиваются, конструкции, которые живут десятилетиями без технического обслуживания. Но Сандийская лаборатория не единственное место, где материалы учатся восстанавливаться. В Делфтском техническом университете, том самом, где строят квантовую сеть, группа под руководством Хенка Йонкерса создала самовосстанавливающийся бетон. Внутрь бетонной смеси добавляются бактерии вида Bacillus, заключенные в биоразлагаемые капсулы вместе с питательной средой. Когда в бетоне появляется трещина, капсулы разрушаются, бактерии получают доступ к воде и кислороду и начинают производить кальцит, минерал, из которого состоит известняк. Трещина заполняется изнутри. Испытания показали, трещины шириной до 0,8 мм закрываются полностью за 3 недели. В 2024 технология прошла первые натурные испытания на мостовых опорах в Нидерландах. Японская корпорация Mitsubishi разрабатывает самовосстанавливающееся покрытие для автомобильного кузова. Полимерная пленка содержит микрокапсулы с восстанавливающим агентом. При появлении царапины капсулы в этой зоне разрушаются и выпускают вещество, заполняющее повреждения. Первые коммерческие версии покрытия уже применяются на некоторых моделях Nissan и Honda. Мелкие царапины на кузове исчезают в течение нескольких часов при нагреве на солнце. Американская компания Astral Industries пошла еще дальше и применила принцип самовосстановления к электронике. Их разработка — печатная плата с микроканалами, заполненными жидким металлическим сплавом на основе галлия. При разрыве проводника жидкий металл вытекает в зону повреждения и восстанавливает электрическую цепь за секунду. Прототипы прошли испытания в условиях, имитирующих работу бортовой электроники самолета. Многократные удары, вибрация, перепады температур. Цепи восстанавливались автоматически без потери функциональности. Для авиации и космонавтики, где замена поврежденной платы в полете невозможно, это меняет все. В 2022 компания Siemens запустила цифровой двойник крупнейшего сталелитейного завода в Австрии, предприятие Voestalpine в Линце. Каждый конвейер, каждая печь, каждый датчик температуры и давления на реальном заводе имеет точную копию взята в виртуальной модели, которая обновляется в режиме реального времени. Программа анализирует данные с тысяч сенсоров одновременно и предсказывает поломки за несколько часов до их возникновения. За первый год работы системы незапланированные простое производство сократились на 17%. Это миллионы евро сэкономленных потерь только от одного завода. Цифровой двойник — это не просто трехмерная модель объекта. Это живая симуляция, которая получает данные от реального объекта, обрабатывает их и возвращает управляющие решения обратно. Разница между трехмерным чертежом и цифровым двойником такая же, как между фотографией человека и кардиомонитором у его кровати. Одно показывает, как объект выглядит. Другое показывает, что с ним происходит прямо сейчас и что произойдет через час. Наиболее далеко в этой технологии продвинулась компания NVIDIA. Их платформа Omniverse позволяет строить цифровые двойники целых городов. В 2023-м NVIDIA совместно с правительством Южной Кореи создала цифровой двойник Сеула, полную виртуальную копию мегаполиса с населением почти в 10 миллионов человек. Модель включает каждое здание, каждую дорогу, данные о трафике, потреблении энергии, уровне загрязнения воздуха и движении пешеходов. Городские планировщики используют ее для тестирования решений до их реализации в реальности. Хотят построить новую развязку. Сначала строят ее в симуляции и смотрят, как изменится трафик в радиусе 5 километров. Хотят изменить маршруты общественного транспорта. Проверяют в модели, прежде чем потратить деньги. Медицина применяет ту же концепцию на уровне человеческого тела. Компания Dassault Systems разработала платформу Lifeheart, цифровой двойник сердца конкретного пациента. На основе данных томографии, кардиограммы и анализов крови система строит персональную модель сердца, которая бьется в симуляции так же, как настоящая. Кардиохирург может виртуально провести операцию на этой модели, подобрать оптимальный подход и отработать каждый шаг до того, как взять в руки скальпель. Клинические испытания в больницах Франции и Германии показали, использование цифрового двойника сердца сокращает время операции в среднем на 23% и снижает количество интраоперационных осложнений. Европейское космическое агентство создало цифровой двойник Земли. Проект называется Destination Earth. Это глобальная климатическая модель, которая симулирует атмосферу, океаны, ледники и биосферу планеты с точностью, недостижимой для предыдущих систем. Предсказывать экстремальные погодные события за недели вперед с точностью до конкретного региона. Ураган, засуха, наводнение. Модель должна показывать не просто вероятность события, а его точное место и интенсивность. К 30 году система должна охватить полную симуляцию климата планеты в реальном времени. Это означает возможность заранее эвакуировать людей, перераспределять ресурсы и предотвращать катастрофы, которые сегодня застают правительство врасплох. Самое неожиданное применение цифровых двойников — человеческий мозг. Австралийский проект OpenBrain создает нейронные двойники, компьютерные модели мозга конкретного пациента с эпилепсией. Модель симулирует электрическую активность нейронных сетей и позволяет предсказать, в какой зоне мозга начнется следующий приступ. Нейрохирург видит это на экране заранее и точно знает, где именно нужно вмешаться. Первые клинические результаты опубликованы в 2024 у 6 из 8 пациентов с ранее неоперабельной эпилепсией приступы прекратились полностью после операции, спланированной с помощью цифрового двойника.
мае 2023 команда из Техасского университета в Остине опубликовала результат, который перевернул представление о границах между мозгом и машиной. Участник эксперимента лежал в томографе и слушал подкасты. Никаких электродов, никаких имплантов, только обычный аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии. Нейросеть в реальном времени считывала активность его мозга и генерировала текст. Не точные слова, которые он слышал, но связанный смысловой пересказ с точностью до 70%. Человек думал о словах, машина читала мысли. Без единого разреза. Система работает следующим образом. Томограф фиксирует изменения кровотока в разных зонах мозга с задержкой в несколько секунд. Это медленно для точной расшифровки слов, но достаточно для улавливания смысловых паттернов. Нейросеть обучалась на данных конкретного человека в течение 16 часов. За это время она выучила, какие зоны мозга активируются у него при восприятии тех или иных понятий. После обучения система начала расшифровывать мысли в реальном времени. Важный факт. На чужом человеке без предварительного обучения система не работает. Это исключает массовую слежку. Пока. Стэнфордский университет пошел по другому пути. Их устройство называется Mind Voyager. Шлем с плотной сеткой электродов, который не требует томограф. Электроды считывают электрическую активность мозга через кожу головы. Точность значительно ниже, чем у имплантов, но система полностью неинвазивна. В испытаниях 2024 года участники надевали шлем и мысленно представляли движение курсора на экране. Система распознавала намерение и двигала курсор в нужном направлении. Скорость управления составила около 40% от скорости управления мышью. Медленно, но это мысль, превращенная в действие без единого движения тела. Китайская компания Neuralink, ты можешь не путать с американским нейролинком Маска, представила потребительский вариант нейроинтерфейса в виде наушника. Устройство называется Flow. Оно измеряет электрическую активность мозга через кожу за ушами и передает данные на смартфон. Функционал пока ограничен. Система определяет уровень концентрации и стресса пользователя, автоматически включает режим фокусировки в приложениях или предлагает паузу при обнаружении когнитивной перегрузки. Это не телепатия в полном смысле слова, но это первый массовый потребительский продукт, который читает состояние мозга без медицинского оборудования. Устройство поступило в продажу в Китае в 2024 по цене $300. Самый радикальный неинвазивный проект реализует компания Synchron, конкурент нейролинка. Их устройство Stentrod вводится в мозг через кровеносный сосуд, без вскрытия черепа. Катетер с электродной сеткой проходит через еремную вену в мозговой синус. Крупный венозный канал, расположенный рядом с моторной корой. Там электроды разворачиваются и начинают считывать нейронную активность изнутри. Технически это имплант, но без нейрохирургии. Процедура занимает около 2 часов и не требует общего наркоза. Первые 6 пациентов с боковым амиотрофическим склерозом получили импланты Stentrod в США и Австралии. Все 6 смогли управлять компьютером силой мысли, набирать текст, пользоваться интернетом, отправлять сообщения. Один из пациентов, полностью парализованный ниже шеи, написал через систему: «Я снова чувствую себя частью мира». В июле 2023-го южнокорейская команда из Сеульского национального университета опубликовала статью, которая за 48 часов набрала более 1 миллиона просмотров в научном сообществе. Они заявили о создании материала под названием ЛК-99, который при комнатной температуре проявляет сверхпроводимость и левитирует над магнитом без какого-либо охлаждения. Видео с кусочком серого вещества, дрожащим над магнитной подложкой, облетело весь мир за сутки. Физики планеты бросили текущие проекты и кинулись воспроизводить эксперимент. Сверхпроводимость при комнатной температуре — это святой грааль физики твердого тела последних 100 лет. Обычные сверхпроводники работают только при температурах, близких к абсолютному нулю. Минус 260 градусов по Цельсию и ниже. Охлаждение до таких температур требует жидкого гелия, сложнейшего оборудования и колоссальных затрат. Материал, который проводит ток без сопротивления при комнатной температуре, означал бы революцию в энергетике, транспорте и вычислительной технике одновременно. Линии электропередач без потерь энергии. Поезда, левитирующие без постоянного охлаждения магнита. Квантовые компьютеры, работающие без криогенных установок. Лаборатории по всему миру в США, Китае, Германии, Индии начали синтезировать ЛК-99 по опубликованной методике. Результаты оказались противоречивыми. Часть групп наблюдала частичную левитацию и аномальное поведение материала. Другие не смогли воспроизвести результат вообще. Китайская группа из Пекинского университета сообщила о частичном подтверждении. Их образец проявлял диамагнитные свойства, характерные для сверхпроводников, но не в полной мере. Научное сообщество разделилось. Одни говорили о революции, другие — о загрязнении образцов и ошибках измерений. К концу 2023-го консенсус склонился к скептицизму. ЛК-99, по всей видимости, не является сверхпроводником при комнатной температуре в том смысле, который заявляла корейская команда. Но история на этом не закончилась. Она только начала разворачиваться в другом направлении. В марте 2024-го американская компания Microsoft объявила о создании топологического кубита, принципиально нового типа квантового вычислительного элемента, значительно более стабильного, чем все предыдущие. Для его работы по-прежнему нужно охлаждение, но уже не до абсолютного нуля, а до температур,
достижимых компактными криогенными системами. Это не комнатная температура. Но это шаг в том направлении. Настоящий прорыв в управлении гравитационно-подобными эффектами происходит в другой области. Компания Easy Ray Defense в США разрабатывает направленные акустические левитаторы. Устройства, удерживающие объекты в воздухе с помощью звуковых волн. Акустическая левитация существует давно, но до недавнего времени могла удерживать только крошечные частицы. В 2024 британская компания Ultra Haptics продемонстрировала систему, удерживающую в воздухе объекты массой до 200 граммов и перемещающую их в 3 измерениях без физического контакта. Хирурги видят в этом будущее бесконтактного управления инструментами в операционной. Производители способ перемещать хрупкие компоненты без риска повреждения от соприкосновения. Но самое близкое к победе над гравитацией, что существует прямо сейчас, это магнитная левитация нового поколения. Японская железная дорога Маглёв установила абсолютный мировой рекорд скорости наземного транспорта — 603 км в час. Еще в 2015. Новое поколение составов, разрабатываемое для линии Токио-Нагоя, использует высокотемпературные сверхпроводящие магниты, которым нужно значительно меньше охлаждения, чем предыдущим системам. Линия должна открыться к 1934 году. Расстояние в 286 километров между двумя крупнейшими городами Японии поезд преодолеет за 40 минут. Не самолет. Поезд, левитирующий над рельсами и не касающийся земли. Финская компания Solar Foods в 2024 получила разрешение Европейского Союза на продажу продукта, который производится буквально из воздуха и электричества. Называется он солейн. Это порошок цвета охры с нейтральным вкусом, состоящий на 70% из белка. Для его производства не нужна земля, не нужна вода в промышленных объемах, не нужны пестициды, удобрения или сельскохозяйственная техника. Нужны только углекислый газ из атмосферы, водород, полученный электролизом воды, и бактерии, которые превращают эту смесь в белковую массу. Процесс выглядит следующим образом. В герметичный биореактор подается углекислый газ и водород. Внутри живут бактерии вида хидрогенотрофы, микроорганизмы, которые в природе существуют в вулканических зонах и питаются газами. В биореакторе они делают то же самое, что делали миллионы лет в природе. Поглощают газ и растут. Их биомасса собирается, высушивается и превращается в порошок. 1 килограмм солейна требует в 200 раз меньше земли, чем производство килограмма говяжьего белка. И в 99 раз меньше воды, чем выращивание сои. Выбросы углекислого газа при производстве отрицательные. Процесс поглощает больше, чем выделяет. Американский стартап Air Protein пошел по схожему пути, но с другим акцентом. Их технология основана на тех же хидрогенотрофных бактериях, но компания сосредоточилась на текстуре конечного продукта. Air Protein научилась придавать белковой массе структуру, имитирующую куриное мясо, говядину и морепродукты. Прототипы прошли дегустацию среди шеф-поваров в Сан-Франциско в 2023. Большинство участников не смогли отличить котлету из воздушного белка от обычной куриной котлеты в слепом теле. Компания привлекла финансирование от нескольких крупных продовольственных корпораций и ведет переговоры о промышленном производстве. Израильская компания Ремилк решила ту же задачу с другой стороны. Вместо мяса — молоко. Точнее, молочный белок без единой коровы. Ремилк использует дрожжи, в геном которых встроен ген казеина, главного молочного белка. Дрожжи ферментируют сахар и выделяют казеин, неотличимый по структуре от коровьего. Из него делают сыр, йогурт и молоко. Продукт уже продается в ряде стран под брендами партнеров компании. Производство 1 килограмма такого белка выделяет на 97% меньше парниковых газов, чем молочное животноводство. Это и есть ответ на вопрос, заданный в самом начале. Изобретения, о которых шла речь, нейроинтерфейсы, квантовые сети, самовосстанавливающиеся материалы, редактирование генома, еда из воздуха, не существуют в лабораториях на бумаге. Они существуют в реальности прямо сейчас. Казгевий уже вылечил людей от болезни, считавшейся неизлечимой. Центрот уже дал парализованному человеку возможность написать сообщение. Батарея Бета-Вольт уже работает 30 лет без подзарядки. Солейн уже продается в европейских магазинах. Разрыв между тем, что существует в науке, и тем, о чем знает большинство людей, никогда не был таким огромным, как сейчас. И этот разрыв продолжает расти с каждым месяцем.